Холодный ветер гнал снег вдоль улиц города Ривертон. В стеклянные двери банка вошла молодая девушка в изношенном пальто. Ее звали Эмма Гарвей. Она выглядела уставшей, но в ее взгляде читалась твердость. Клиенты обернулись, оценивая ее с насмешкой. Кто-то хмыкнул, женщина в мехах отодвинула сумку, словно боялась прикосновения. Охранник по имени Оливер, высокий и надменный, подошел к Эмме с раздражением. «Вы ошиблись дверью. Здесь не раздают милостыню». Смех вокруг стал громче, но Эмма не дрогнула. «Мне нужен управляющий банка», — сказала она спокойно. Замешательство охранника заставило его все же уйти за руководством. Через минуту появился менеджер, Максвелл Стюарт, человек, который считал себя способным рассчитать каждого клиента с первого взгляда. Эмма достала плотный конверт и протянула ему. «Мне нужен счет. Здесь документы». Максвелл раскрыл бумаги с показной небрежностью и побледнел. На бланках стояло имя крупного предпринимателя — Джон Гарвей, владельца холдинга «Гарви Глобал». Подписи нотариусов, официальные печати, страницы завещания. Все было подлинным. «Вы Эмма Гарвей?» — выдавил он. «Да, дочь Джона Гарвея. Я вступила в наследство вчера». В зале наступила мертвая тишина. Те, кто минуту назад смеялся, теперь смотрели на нее с растерянностью и стыдом. Женщина в норке покраснела и отвела взгляд. Кто-то прошептал: «Как такое возможно?» Эмма тихо сказала: «Мой отец повторял: деньги не делают человека лучше. Они лишь показывают, кто он есть». Персонал суетливо пытался угодить ей. Кофе, документы для VIP-клиентов, вежливые улыбки. Но Эмма покачала головой. «Мне не нужно особое отношение. Я пришла увидеть, как вы обращаетесь с теми, кого считаете ничтожными». Эти слова прошли по залу как удар. Максвелл сглотнул, а охранник Оливер опустил глаза. Эмма добавила: «Настоящее достоинство нельзя купить, а вот уважение можно потерять за секунду». Она подписала документы, поблагодарила без высокомерия и направилась к выходу. Люди расступались, не смея произнести ни слова. У дверей сидел пожилой бездомный. Эмма присела рядом, вложила ему деньги в ладонь. «Не сдавайся. Каждый день шанс начать заново». Он благодарно кивнул. Эмма вышла на холодный воздух, и снежинки закружились вокруг нее. Теперь она выглядела не потерянной, а человеком, который знает свою ценность. И весь шумный банк будто осознал: богатство измеряется не одеждой и не деньгами, а тем, как ты относишься к другим.